Первый умный браслет, который имеет стандарт защиты 10 атмосфер и IP69K, а также Milos TD810H. Ко всему, данная модель оснащена AMOLED-экраном с технологией Always On Display, имеет обширный функционал, приятный дизайн, автоматическое измерение пульса SPO2, мониторинг сна, измерение частоты дыхания и время автономной работы до 12 дней на одном заряде в стандартном сценарии использования. Обо всем этом, разумеется, я прочел в рекламе к умному браслету под названием Caspet Tank X1. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в красочной упаковке, что стандартно для Caspet. Упаковывать они умеют. Коробка пришла целая, на ней есть краткие характеристики, изображение модели и ее название. Все упаковано хорошо. В комплекте мы имеем само носимое устройство с ремешком, зарядное устройство с двумя пинами и краткое руководство. Вес X1 вместе с ремешком 53 грамма. Габариты составляют 30 на 50 на 12,8 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянно. Это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там всегда много полезного. Телеграм-канал взаимопомощи, там вы всегда можете спросить у пользователей различных устройств по своему техзаданию, чтобы они приобрели. И мой телеграм-канал, где мы общаемся постоянно в режиме нон-стоп по поводу девайсов, которые я тестирую в онлайне. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к Caspet Tank X1. Полетели. В продаже есть две расцветки, такие как черная и серебряная. Дизайн устройства интересный, форма устройства, как по мне, это больше смарт-часы, просто с продолговатым экраном. И плюс противоударным корпусом. Корпус выполнен из металла, плюс ABS, плюс ПК. Сборка хорошая, материалы неплохие. Запястье под ремешком слегка потеет, но не сказал бы, что ремешок натирает или оставляет следы. Ремешок не быстросъемный, выполнен он из силикона, по качеству слегка топорный. Застежка классическая из металла. При носке X1 практически не ощущаются, спать с ними комфортно. На корпусе расположили два контакта для зарядки, а также датчики мониторинга здоровья. Все как у всех. Микрофона и динамика в данной модели нет. Пульс измеряется в автоматическом и ручном режиме. К слову, установлен датчик биотрекинга VP60. SPO2 измеряется в ручном режиме или в автомате с периодичностью от 10 минут до 6 часов. Бесполезное измерение артериального давления происходит вручную. Калибровки данной функции нет. Доверять результатам измерения артериального давления на подобных устройствах я вам однозначно не советую. Мониторинг сна также на борту, работает он довольно корректно. Пульс и SPO2 у воздуха часы не измеряют, на руке показатели не всегда точны. Лично мне в данной модели понравилось только то, как мониторится сон. Также есть измерение частоты дыхания, дыхательные тренировки, напоминание об активности и автоопределение тренировок с поддержкой определения бега, ходьбы, езды на велосипеде, эллипсе и гребном тренажере. Последнее, что мы имеем на корпусе, это две механические кнопки, которые выполнены из алюминиевого сплава. Кнопка, которая расположена на правом торце, отвечает за включение и выключение устройства, включение и выключение экрана и возврат. Далее есть кнопка для перехода к тренировкам, переназначить команды нельзя. Летим дальше. С фронтальной части у нас находится AMOLED-дисплей на 1,47 дюйма, который покрыт стеклом Corning Gorilla Glass третьей версии. Разрешение экрана 194 на 368 пикселей, плотность пикселей 283 ppi. Экран слегка закругленный и не утоплен. Интерфейс доступен на русском языке с неполноценным переводом. Скроллинг не сказал бы, что плавный, и передвигаться по интерфейсу не совсем удобно, но само ПО работает довольно быстро. Автояркости нет, яркость регулируется четырехступенчатой системой. При прямом попадании света на экран яркости в целом достаточно. Пользоваться X1 на открытой местности в солнечный день можно. Спящий режим максимум 60 секунд, Always On Display на борту, за что плюс, он имеет 3 стиля отображения. Ко всему, АОТ работает по расписанию еще. При повороте запястья экран загорается практически моментально. Выключить или включить эту функцию можно в приложении. Выключить экран, накрыв ладонью, нельзя, как и включить тапом. В стоке на самих часах в умном браслете есть несколько предустановленных циферблатов. Ко всему есть циферблат, через который можно переходить к приложениям, к примеру, к вызовам и активности, и не только. А в приложении есть магазин с циферблатами, которых так не особо много, но хорошо, что можно поставить любое фото на заставку. По свайпам с главного экрана сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой можно отрегулировать яркость, включить режим не беспокоить, включить блокировку и так далее. Снизу вверх уведомления, слева направо переход в меню, а справа налево виджеты. Добавить или убрать виджеты можно, а вот сортировать приложения в меню нет. В меню есть активность, тренировки, измерение пульса, кислорода в крови, артериальное давление, сон, погода, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. В часы музыку не загрузить. Далее в меню есть поиск телефона, калькулятор, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, это хорошо, секундомер и таймер. В фоновом режиме
режиме работает только таймер, но и то неплохо, хоть какая-то демультизадачность. Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки работает только через официальное приложение, и это минус. Компаса нет, как и нет фонарика. В настройках помимо уже перечисленного можно включить режим энергосбережения. Летим дальше. Здесь установлен процессор RTL 8762DW. Bluetooth версии 5.1, подключить Bluetooth устройство нельзя. Тренировок на борту более 70 видов. Отслеживание плавания на борту. Шагомер работает неплохо, погрешность в пределах нормы. GPS-навигации нет, и это фейл. Во время тренировки нет возможности использовать музыкальный плеер, и тренировка не работает в фоновом режиме. Настроек для тренировок на самом устройстве нет. Далее, звонить со смарт-часов, как вы уже поняли, нельзя, как и разговаривать. Входящий звонок можно только сбросить или поставить его на беззвучный режим. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки приложений отображаются, а вот смайлики нет. И по поводу ответа на уведомления напоминаю, что с каких-нибудь Xiaomi Band 8 или Huawei Band 8 вы спокойно сможете отвечать. Из семерок тоже. С заготовочками. Емкость аккумулятора 230 мАч, полный цикл зарядки устройства занимает 1 час 15 минут. В среднем у меня. За сутки без включенного АОДа у меня ушло 10% заряда, 100% мне хватило на 7,5 дней, что является хорошим таким результатом. Cospec Tank X1 имеют стандарт защиты 10 атмосфер и IP69K, а также MIL STD 810H по заявлению производителя. X1 были протестированы разными способами на ударопрочность, водостойкость, стойкость к высоким и низким температурам и не только. Плавать, разумеется, с ними можно, нырять рекомендуется не глубже, чем на 30 метров. За время моего использования вода на них так и не повлияла. Для примера, я окунул их в воду, по итогу с ними ничего не произошло, что и так было очевидно. Но вот в сауну я бы с собой их брать не стал. Приложение Cospec Fit. В приложении есть вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок, вкладка с подключенными устройствами и профиль. На главной странице X1 мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами. Далее есть настройка мониторинга здоровья, настройка уведомлений, поиск устройства. Также есть стандартные настройки устройства и обновление прошивки, которая, к слову, мне уже прилетала. Прикиньте, они их даже допиливают. Минусы: нет настроек тренировок на самом устройстве, а в приложении их по минимуму. Нет компаса фонарика, некорректный перевод, нет GPS, сырое приложение, ненужное измерение артериального давления, которое кого-нибудь может ввести в заблуждение. Некорректный мониторинг пульса, SPO2, не отображаются смайлики. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, но в основном такие штуки покупают, разумеется, для внешнего вида, а никак не для функционала супер-мега топового. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там всегда много полезного. Всем, кто оставит любой комментарий к данному ролику, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. То еще и лайк и колокольчик поставит, прямо 2 раза огромное спасибо. Резюмирую, Cospec Tank X1 удобные в плане своей формы, а именно форму удобного браслета. Плюс, конечно же, за ударопрочный корпус, за наличие АОДа и хороший экран, а также за относительно небольшой ценник, даже без всяких там распродаж. Подписывайтесь на канал с колоколом, от меня девай сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья!